Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике рассмотрим всех героев нового 7-го сезона. Рассмотрим их навыки, что они вообще могут, кого стоит крутить, кого не стоит. Поэтому присаживаемся поудобнее. Погнали! Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Начнем с героев поддержки. Герой слияния 7-го сезона Дрейер. Такая вот моделька. Герой льда. Для героя слияния довольно-таки неплохой. Особенно из-за его боевого навыка. Начнем, пожалуй, с пассивного. После начала боя Дрейер восстанавливает 10% максимум здоровья каждые 8 секунд. И избыточное лечение исцеляет всех союзников. За каждого врага, который атакует Дрейера, интервал лечения сокращается на секунду, максимум до 2 секунд. То есть каждые 6 секунд, если его 3 цели атакуют, он может лить наших союзников, ну и себя в том числе. Боевой навык. Вот тут уже интересно, так как кулдаун 10 секунд и штраф атаки он здесь накидывает также на 10 секунд. Не так, как обычно боевого там накидывают на 5, здесь он кидает на 10. То есть в теории он может весь бой держать штраф атаки. Ну и также он наносит урон холодом от 150% атаки по врагу с наименьшим процентом здоровья. Ну и абсолютный навык наносит 300% атаки, урон холодом по всей карте, всем врагам. И с шансом 50% накладывает на них эффект разделения боли на 10 секунд. Также после чего лечит всех союзников на 250% от защиты. Также разделение боли у нас это 50% урона, которое получает Дрейер, переносится на цель, вынуждая ее при этом совершать простые атаки по нем. Также если эта цель погибает по данным дебафам, то мгновенно откатывается боевой навык. Эксклюзивных талантов у него нету. Пробуждения в принципе такие себе не критичные. Уменьшает нахождение под контролем, точнее уменьшает урон входящий, когда он под контролем. Далее у нас подхил, защита, здоровье и 35% шанс получить иммунку к контролю. Герой Ансельма, это у нас эксклюзивный саппорт уже идет льда. В начале боя он накладывает на всех союзников эффект Орлиный глаз, 2 заряда. Орлиный глаз это у нас каждый заряд позволяет союзнику игнорировать 1% защиты врага, суммируется до 20 раз. И при получении каждых 2 зарядов дается морозное перо в количестве 1 штуки. И этот баф у нас при получении удара расходуется 1 заряд, снижает получаемый урон на 100%. То есть весь урон у нас просто поглощается. И восстанавливается этот заряд каждые 10 секунд. Суммируется до 3. Также при каждом успешном наложении 5 эффектов усиления союзник автоматически получает Орлиный глаз. То есть при каждом усилении у нас будет появляться вот этот баф на игнор защиты. Боевой навык у нас выбирает одного врага с наибольшим количеством усилений, рассеивает с него все усиления и наносит 400% атаки урон холодом. И передает успешно рассеянные эффекты союзнику самой высокой атакой. Тоже прикольно. Ну и ультимейт выпускает 2 стрелы по всем врагам, по всей карте. Наносит 300% атаки урон холодом. И за каждый негативный эффект на враге выпускает дополнительные стрелы, наносящие 200% атаки урон холодом. Максимум 8 штук. Также каждая стрела с вероятностью 30% распространяет этот негативный эффект на ближайшего врага. В конце действия навыка накладывает на всех союзников 2 заряда Орлиный глаз. А также, что довольно-таки мощно, это невосприимчивость к ослаблениям и усиление защиты 2 уровня на 10 секунд. Также рассеивает 2 негативных эффекта. Эксклюзивный талант. При каждом получении эффекта Морозное перо цель под действием статуса Орлиный глаз восстанавливает себе здоровье в размере 200% от защиты.
То есть берем талант и получаем по сути хилку. Так, а теперь по Брабудам, вот это мне вообще не нравится, то что по сути первое пробуждение дает ему штраф атаки. То есть без него он уже будет не такой мощный, тем более на Китае там сравнивали. Вот у нас получается пораженные боевым навыком цели дополнительно получают штраф атаки на 10 секунд. То есть в теории также весь бой может с боевого держать штраф атаки. Второе пробуждение, когда здоровье падает ниже 70, ну по сути подхилка на 30% здоровья. Третье пробуждение, за каждых 2 полученных заряда орлиного глаза дается 3 морозных пера. Время восстановления 10 секунд. Вот это вообще жестко, так что морозное перо это у нас по сути не уяз. Четвертое пробуда ускор. И пятое пробуждение, максимальное количество зарядов орлиного глаза увеличится до 35. То есть с 20 до 35. Довольно-таки мощный буст, но, сами понимаете, нереальный. Следующая эксклюзивка у нас. Герой Лина. Саппорт света. Пассивка ее, когда она находится в команде, эффективность получаемой энергии от навыков, также естественного восстановления для всех союзников возрастает на 10%. А эффективность получения энергии для врагов снижается на 10%. Также пометка, что включает в себя готовность абсолютного навыка, энергию ауры также и энергию тени. Боевой навык наносит текущей цели 5 последовательных протыкающих атак. Каждый удар наносит урон от защиты. И также исцеляет героя на 100% защиты. И тут вот запомним вот эту вероятность, 35% шанс, что дает всем союзникам одно из следующих отсутствующих у них усилений на 8 секунд. Это либо усиление защиты, сопротивление крит урона, уменьшение урона на 15%, невосприимка к ослаблениям и даже бессмертие. И ультимейт рассеивает все ослабления со всех союзников, лечит их на 600% защиты и также повышает готовность абсолютного навыка всех союзников на 10%. Эксклюзивный талант у нее при применении священного танца. Союзник с наименьшим числом здоровья получает также лечение, как и сам герой. Священный танец мечей это у нас боевой, то есть боевого лечит не только себя, но и самого просевшего по здоровью союзника. А теперь вот пробуждение. Первое пробуждение, я считаю, оно обязательно. Вот вероятность наложения усиления от боевого навыка возрастает до 100%. То есть не 35, вот это казино, а все, 100% шанс будет. Второе пробуждение. При наделении усилением его продолжительность может быть увеличена на 30% с шансом 70%. Тоже довольно-таки неплохо. Третье пробуждение увеличивает ОЗ своих героев на 15%. Для ауры это, допустим, вообще жестко. Неплохой такой буст будет. Четвертое пробуждение 30 ускорения. И пятое пробуждение. Эффект от света тайной магии Лины на получение энергии увеличится до 20%. А также влияет на перезарядку боевых навыков. Это, если что, у нас пассивка. То есть у нас теперь и боевые будут откатываться очень быстро. И, в принципе, заливка будет также намного сильнее. То есть с 10% сразу на 20%. Очень жесткая пробуда на самом деле. Такой вот у нас геройчик. Следующий герой у нас саппорт. Его можно будет просто с гарантом забрать за 300. А Ларик в начале боя у нас накладывает эффект белая сова на себя и союзника с самой высокой атакой. Белая сова передает весь абсолютный навык, похищенный Алариком. Пока Аларик находится на поле боя, все эффекты оледенения получают способность похищать абсолютный навык. Каждые 2 секунды они похищают 2% абсолютного навыка. Если заряд абсолютного навыка врага падает до 0, на него накладывается оглушение на 5 секунд. Также игнорирует сопротивление. Также статус белая сова. Пока белая сова сопровождает цель, та восстанавливает здоровье в размере 30% от атаки каждые 5 секунд. Если цель погибает, сова выбирает новую цель. Боевой навык атакует врагов с максимальным текущим зарядом абсолютного навыка. Максимум цели 1. Наносит урон от атаки 200% и 100% вероятность на наложение дебафа снижение наносимого урона на 10% на 8 секунд. И также похищает 8% абсолютного навыка. И ультимейт. Работает по всей карте, наносит 400% атаки. Урон холодом всем врагам, вероятность 75%. Ну тут он напается до 100. Накладывает на них оледенение на 5 секунд, затем накладывает усиление защиты и уменьшение урона на 20% на всех союзников на 10 секунд.
Довольно-таки неплохая ульта. Короче, он у нас такой крадунишка. И также эксклюзивный талант имеется. Когда цель, которая сопровождает белая сова, совершает простую атаку, она с вероятностью 50% накладывает один заряд оледенения. Уже неплохо. По пробудам на 20% меньше крит урона получает. Вторая пробуда увеличивает с 1 до 3 целей на боевой навык. Третья пробуда точность. Четвертое здоровье. И пятое пробуждение. Эффект кражи готовности абсолютного навыка от оледенения увеличится до 3%. А лечение белой совы каждые 5 секунд увеличится до 50% от атаки. Огненный саппорт у нас Лискар, также новой механикой. Пассивный навык у него, когда любой вражеский герой подвергается эффекту уменьшения готовности абсолютного навыка, похищает 40% от этого значения, повышая готовность собственного абсолютного навыка. То есть, учитывая связь стихий, у нас сейчас огонь-лед, он идеально сочетается с Алариком. Далее, боевой навык наносит 320% урон огнем от атаки врагу с самым высоким показателем абсолютного навыка и с вероятностью 100% накладывает безмолвие на 5 секунд. То есть этот не дает кастовать, этот берет, крадет. И ультимейт призывает тотемы на позициях текущей цели и накладывает на всех врагов с ослаблениями. Каждый тотем наносит зональный урон 600% атаки. Урон огнем также вокруг своей цели с вероятностью 100% накладывает штраф к атаке и безмолвие на 10 секунд. Довольно-таки долгий контроль. Уникальный талант у него. В начале боя восстанавливает 15% готовность абсолютного навыка. И блистательность жреца применяется к врагу с наивысшей атакой. То есть не тот, у кого больше всего абсолютного навыка, а тот, у кого больше атаки. И по пробуждениям героя при нахождении под контролем уменьшает получаемый урон на 20%. Далее, если наложено безмолвие, не было рассеяно намеренно, то исчезновение он игнорирует сопротивление и снижает абсолютный навык цели на 30%. То есть, если само закончилось, то вот это сработает. Если, я так понял, как-то сняли, то не сработает. Далее точность 50, ускорение 30 и усиление безмолвия. Усиливает безмолвие. Цель больше не может, естественно, восстанавливать абсолютный навык и энергию боевого навыка. Это серьезно. И последний саппорт у нас. Герой молнии Элип. Пассивный навык. За каждую клетку перемещения герой применяет 100% атаки лечения к ближайшему союзнику или наносит столько же урона молнии ближайшему врагу. Боевой навык перемещается в ряд с наибольшим числом врагов, минимум на одну клетку, и выпускает стрелу, которая отскакивает до 3 раз. Наносит врагам 300% атаки урон молнией и с вероятностью 100% накладывает оглушение на 3 секунды и эффект связь. По поводу этой связи, когда враг с эффектом связи получает ослабление или контроль, также другие связанные цели подвергаются этому эффекту. Срабатывает один раз в 5 секунд. Также ослабление и контроль рассчитываются отдельно. И ультимейт наносит урон молнией, 100% атаки, область ромб 3 на 3 и 100% шанс наложить штраф атаки на 10 секунд. Уникальный талант. При применении сияющего маяка также 100% шанс наложить на цель связь на 10 секунд. Это у нас ульта. И по пробуждениям. Также снижает получаемый урон, когда находится под контролем на 20%. Второе пробуждение. Когда он перемещается, он теперь и лечит, и наносит урон. Третье пробуда ускорение. Четвертое точность. И пятое. При наложении связи дополнительно расходуется 10% готовности абсолютного навыка. Я так понял, он именно срезает ультимейт у врага. Ну и перейдем к новым дэмэдж-дилерам. Новый герой сбора Малинесса. Пассивный навык. Каждый заряд сбора у Малинессы уменьшает получаемый ею урон на 10%. Также, когда союзники накапливают 5 зарядов сбора, Малинесса обрушивает полумесяц на наибольшее скопление врагов, нанося им в зоне поражения 300% атаки и урон сиянием. То есть пассивки будет просто там сферы свои раскидывать. Боевой навык. Малинесса получает один заряд эффекта сбор и эффект увеличения урона на 40% на 8 секунд. Если после применения боевого навыка количество зарядов сбора достигает максимума, эффект сбор накладывает
на всех союзных героев. Также эффект увеличения урона на 40% на 8 секунд. И ультимейт. После недолгого чтения заклинания Малинесса создает лунную волну, которая наносит 400% атаки, урон сияния всем врагам. Затем она продолжает чтение и за 3 секунды направляет 5 волн полумесяца в самую плотную группу врагов, нанося 200% от атаки урон сияния врагам в радиусе 3 на 3 от цели. Потраченные заряды сбор последовательно добавляют следующие эффекты. Если один заряд сбора, то лунная волна наносит дополнительно 400% атаки урон сияния. Если 2 заряда сбора, каждое попадание полумесяца от абсолютного навыка по одной и той же цели увеличит этот урон на 20%. И если было 3 заряда сбора, после применения восстанавливает 25% готовности абсолютного навыка. Тоже неплохо. Эксклюзивный талант, пассивный навык, урон от атаки призываемого полумесяца увеличится до 600%. Звучит так довольно-таки мощно. И перейдем к пробуждениям. Первое пробуждение после убийства врага лечит на 8% ОЗ. Второе пробуждение, пассивный навык, срабатывает, когда союзники накапливают 3 заряда эффекта сбор. Третье пробуждение, тут у нас шанс крита, крит урон, далее скорее всего атака, ну да. И пятое пробуждение, после применения абсолютного навыка делится своим бонусом к сопротивлению урону со всеми союзники со сбором на 10 секунд. Это у нас вот эта вот пассивочка. Ну, не сказал бы, что прям критичная, но вот вторая пробуда довольно-таки неплохая. Новая эксклюзивка призыва Лакрис. Пассивный навык у него, когда Лакрис и привидения совершают простые атаки, они наносят дополнительно 100% атаки урона омертвлением. И также в начале боя герой получает щит на 500% от атаки на 8 секунд. Боевой навык. При каждой потере щита от собственного навыка применяет боевой навык. Герой остается на месте и призывает привидений. 3 штуки. Они совершают простые атаки и исчезают через 10 секунд. Каждая атака привидения накладывает усиление урона максимум 20 зарядов. Это у нас как дебаф получается. Каждый заряд дает штраф к сопротивлению урона на 2%. Эффект суммируется до 20 раз. То есть на 40% можно по цели увеличить урон получаемый. При исчезновении привидения с цели рассеиваются все усиления урона, и ей наносится урон 150% атаки урона омертвления, умноженных на количество зарядов усиления вот этого урона. И ультимейт. Отзывает всех привидений, совершает прыжок к цели и наносит 1000% атаки урона омертвлением. И также получает щит на 1000% атаки на 8 секунд. Эксклюзивный талант. Когда герои и привидения совершают простую атаку, дополнительный урон от омертвления увеличится до 150%. И пробуждение. Сразу скажу, ему тут вторая пробуда очень сильно нужна. Первое пробуждение у нас он получает на 20% меньше крит урона. А вот вторая пробуда у нас получается, он будет щит давать с ульты, которые на 1000% атаки на всех союзников. Далее идут статы, атака. И пятое пробуждение апает вот эти заряды на усиление урона. Также он призывает привидений не 3, а 5. И каждый стак получается у нас не 2%, а 2,5% начинает увеличивать урон. И ограничение не 20, а 30. То есть на 75% он может увеличить получаемый урон у цели. И новая героиня яда. Зовут ее на самом деле не так, как мы переводили с Китая. Тут ее зовут Серпентемис. Пассивный навык у нее. Пока Серпентемис находится на поле боя, сопротивление всех врагов снижается на 35%. И на них накладывается эффект дух змеи. При каждом получении врагом урона от яда эффект дух змеи вызывает ядовитый взрыв. Он наносит 120% атаки дополнительного урона ядом. Врагам в зоне действия 3 на 3. И также накладывает на главную цель змеиный яд на 15 секунд. Змеиный яд у нас каждые 5 секунд наносит цели 1200% от просвещенности урона дополнительного ядом. Также складывается до 15 раз. Также после этого просвещенность героя, наложившего яд, и самого Серпантиса навсегда увеличится на 2 единицы. Ограничение 200 единиц.
Неплохой такой буст для всех. Боевой навык вызывает ядовитый взрыв на позициях одного случайного врага. Тут у нас талантом апается до 3. И также с вероятностью 100% накладывает 3 заряда яд на 15 секунд. И ультимейт. Подготавливает заклинание, наносит 800% атаки дополнительным урона ядом всем врагам и превращает поле боя в ядовитое болото на 10 секунд. Пока существует болото, при каждом получении прямого урона ядом враги с вероятностью 100% получают яд на 15 секунд. При успешном наложении яда дух змеи добавляет эффект снижения наносимого урона на 10% на 10 секунд. Также враги, погибшие в ядовитом болоте, не могут быть воскрешены. Довольно-таки прикольный геройчик. По пробуждениям. Первый у нас тут подхил. Вторая пробуда приравнивает вот этот змеиный яд ее к эффекту как обычный яд. Это у нас под латера получается. Расчет идет. Далее у нас статы идут, просвещенность, атака. И пятое пробуждение пассивно повышает просвещенность на 5 единиц. Когда просвещенность достигает максимума, он получает 20% бонуса к дополнительному урону. То есть мы быстрее набираем пассивку и еще и бонус на дополнительный урон получаем после этого. На этом, в принципе, разбор закончен. Всем спасибо, кто смотрел. Кто не подписан, подписываемся на канал. Вступаем в телеграм-канал. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Пока.